Всех приветствую на своем канале. Этот канал посвящен играм, в основном гача играм. У меня большой опыт в игре Dragon Air Silent Gods, аж с первого сезона старой версии. Также играл в AFK Journey, Артур. Вот, и пришло время для Watch of Realms. Я давно обратил на эту игру внимание, но как-то руки не доходили, и все-таки решил в нее попробовать играть. Что ж, выбираем новичка и посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, вы подскажете мне в комментариях советами своими. Мы проходим обучение. В принципе, здесь все понятно по обучению. Ставим танка в первую очередь, чтобы закрыть проход. Ну и дальше доставляем атакующих и поддерживающих героев. Ну, игра, я смотрю, ведет сама. Куда тыкать, что жать. Правда, это часто раздражает, то что тебе хочется полазить по меню, например, а тебе нельзя. Тебе надо обязательно проходить вот как есть. И дальше у нас открывается кампания. И эту кампанию мы проходим. Все сложнее и сложнее. Получаем награды. Пока я проходил кампанию, решил остановиться, посмотреть, что у нас в магазине. А в магазине у нас события всякие разные. Вот я вижу тут баннер. Ценный набор новичка, призыв. За $1 10 призывов. Но мне кажется, это вкусно. Как вы считаете? Пересмотрел я здесь всякие баннеры, но я не совсем понимаю, что мне нужно покупать здесь. Есть ли в этом какой-то смысл? Напишите, пожалуйста, в комментариях кто-нибудь, что мне стоит здесь купить. Вот тут есть девочка такая, Эона. Есть ли ее смысл брать, например, тут $5 я смотрю. Теперь касаемо призывов. Посмотрел я призывы. Из того, что я пересмотрел по видео у других людей, я понял, что древний призыв — это когда тебе выпадает одна лего, то тебе дают вторую. А божественный призыв — это увеличение шанса. Я вот не понял, если здесь в призывах гарант, то есть если тебе не выпадает, и потом тебе вот гарантированно дают легу. Я не нашел этого, может, я невнимательно смотрел, и я понял, что здесь важно собирать эти крутки до вот таких вот мероприятий. Тут вот осталось 1 день и 2 дня. И вот вопрос, а вот вызов духов, которые синие крутки, их тоже надо собирать? Я так слышал, что там есть какой-то гарант-призыв на 200-й, что ли. Я смотрю, куча событий здесь, всяких разных. Но очень интересно. Ну, пока меня эта игра завлекает. Переломите ход игры. Эпический маг с массовым уроном. Мне кажется, что это хороший маг какой-то. Интересно, надолго ли этот маг мне нужен будет? Может, там выпадет какая-нибудь лего, и нафиг мне этот маг не нужен будет? Как вы думаете? Ладно, пойдем дальше по кампании. Вот здесь награду дают вот такие красные кристаллы. Я так понимаю, они нужны для покупки снаряжения всякого, проходок. А можно ли за них крутки покупать? Вот мне интересно. Итак, у меня открылись рейды. Рейд для продвижения. И в рейдах какие-то тоже награды идут. Вот у меня есть маг Волтус. Я решил ему прокачать навыки. Насколько я слышал, он типа неплохой маг. Ну, по крайней мере, для начала. Не знаю, до скольки мне его хватит этапов. Ну, качнем, а там посмотрим уже. Итак, открывается рейд стрелков и магов. Я так понимаю, здесь могут участвовать все персонажи, не обязательно стрелки-маги. Но материалы будут именно на них. Главную фишку я понял, что ставим сначала танка.
Все, закрываем путь и дальше подставляем уже боевых товарищей. Тут у нас есть какая-то история волка, мать крови. Шикарная женщина. Мне она нравится. Не знаю, конечно, что она мне даст, насколько она эпичная и нужная. Посмотрим. Какая шикарная девочка, а? Ух. Не, ну вы посмотрите. Роковая. Погубила мужиков, наверное, кучу. Так, я смотрю, тут есть герои-лорды, которые дают бонус к характеристикам той же фракции. Вот у нас есть как раз 3 персонажа с этой фракции. Это плюс. Кстати, вот этот герой мне в принципе нравится. Он как танк держится вообще без проблем. Я даже не знаю, вот этот вот синий танк со щитом как-то, мне кажется, послабее этого гнома. Стоит ли вообще вот этого гнома, этого щитовика качать, хилку эту качать? Есть ли смысл? Или уже ждать фиолок? А пока качать им только уровни? Подскажите кто-нибудь. Вот, тут я смотрю, есть рейтинг новичков. Я пока на 2-м месте. Ну, награды, конечно, не ахти. 1 или на 1-м месте 2 крутки. Но зато на пробуждение фиолетки, я так смотрю, есть. Я уже почитал некоторые обозначения этих всех материалов. Так, что же у нас есть на рынке? Я решил скупить все за золото и разблокировать за кристаллы все ячейки. Но я не знаю, нужно ли здесь, подскажите, вообще тратить кристаллы на этом рынке. Или только все золото покупать. А кристаллы хранить вообще для чего, тогда мне непонятно. А вот и мое первое поражение. Танк не устоял. Ну что ж, попробуем еще раз. Все, и тут 2 танка. Вернее, танк и боец выстояли. В принципе, затягивает эта игра. И вот я решил апгрейднуть оружие с доспехами. Естественно, как у Dragon Hair, точно такие же здесь улучшения. Все в проценты надо давить. Единственное, что я не понял, вот целителям что нужно. Потому что в Dragon Air там целителям нужно просвещение, например. Вот есть специально вот таких героев, которые улучшают целительные способности. А здесь им надо атаку, я так понимаю. Или что? Чтобы она лучше хиляла. Поискал я разные промокоды, но почти никакие не работают. Нашел несколько рабочих. Если вы знаете какие-то рабочие промокоды, скиньте, пожалуйста, кто-нибудь в комментарии, чтобы получить награды. Что ж, попробуем открыться. У меня 7 круток. Остальные мы докупим. Может, что-то выпадет уже, чтобы посильнее команда была. Выпадает Теовин. Массовый урон лучник. Ну, это прикольно, мне кажется. И Нисалт. Ну, вот насчет Нисалта, мне кажется, это такой себе. Но опять же, из моих знаний нулевых сложно делать выводы. Но в любом случае, это, наверное, лучше, чем синие. Так, ну докупим на все кристаллы крутки синие. Может, туда эти кристаллы и надо тратить, кстати. На синие крутки. И ничего не выпало. Спасибо большое. Вообще часто здесь выпадают леги? Потому что, например, в Dragon Air там лего может падать каждые 20-30 круток. А гарант на 70-й. Вот интересно, вот как здесь. Частенько это бывает. Так, есть у меня 2 эпика. Это уже плюс. Выпали также доп-герои, которыми мы можем пробудить наших синих героев.
Тоже это плюс. И я так понял, у некоторых героев вручную нужно нажимать абсолютное умение. И у некоторых есть автоматом. Это как-то можно выставлять? Или это вот всегда вот надо вот вручную прям, чтобы оно работало? И вот тоже такой вопрос. Вот, например, у меня вот есть 3 героя одной фракции. Окей, если есть герой-лидер, он дает бонус своей фракции. А если героя-лидера нет, например? Есть ли бонус от количества героев одной фракции без лидера? То есть, например, если я соберу там 3 героя одной фракции или там 5 героев одной фракции, будет ли какой-то от этого бонус? Например, в Драгонэйре есть там, когда ты 3 героев собираешь или когда 5 героев собираешь, тебе дают бонусы. Или только все отталкивается именно от героя-лидера. Так, и тут у нас есть зомби. Я смотрю, это совершенно другой режим игры. Неизвестно, какие навыки, для чего, как они выглядят. Все путем проб и ошибок. Ну окей. Тогда мы выберем пылающее перо. Будем двигаться к масс-урону, короче. Дошел я до бесконечного режима и определился с навыками. Вот мне очень понравился навык Родник Стикса. Обалденная лужа. Также я выбрал навык Торнадо, но он мне не особо зашел. А вот Ледяной Шторм мне зашел. Их можно расширять, как Родник Стикса, так и Шторм, и усиливать хорошенько. И они очень хорошо дамажат. Но из 200 волн я, конечно, недалеко прошел пока. Но надо поиграть, полазить, попробовать разные варианты. Люди ж, наверное, доходят и до 200-х. А я пока дошел до 36-го. Ну что ж, называли мне здесь осколков. Я так понял, сейчас мы соберем из него красную крутку. И теперь вопрос, открываться ли с одной крутки. Например, же опять же в Dragonair это бесполезно с одной крутки открываться. Такое чувство, что там шанс больше с 10 круток. Но здесь даже если мне фиолка выпадет, в принципе, меня это устроит. Если вы считаете иначе, то тоже напишите, пожалуйста, стоит ли там одну крутку крутить, красную, желтую или синюю, или не стоит, или стоит ли копить до каких-то гарантов, если они тут есть. Вот этот вопрос мне интересен, я его так и не понял, если честно. Так, шанс 0,61 на героя-лидера. Ну, я думаю, была не была. Посмотрим, что из этого получится. Я даже ни разу не видел анимацию этих круток. Так, синяя. Это, наверное, редкий. Ага, фиолетовый. Лего. То есть выпало лего. Обалдеть. Только непонятно, что это за герой. Насколько он топовый. Ну, давай посмотрим. Там, наверное, вторая должна выпасть. А тут уже прям фильм показывают. Типа это какая-то супер крутая лего, наверное, выпала. Толстячок. Судья. Интересно, насколько они топовые. Сейчас я посмотрю тир-лист. И да, это походу топовые игроки. Что вы думаете по этому поводу? Девушка-боец и маг. Ну, судя по рейтингу игроков, пятерочки, 4,9. Некоторые, я смотрю, ждали этого героя аж несколько лет. Все хвалят. Круто. Ну, я считаю, с одной крутки получить сразу 2 леги. Я не знаю, это так стандартно, может, должно быть первый раз для новичка. Или это мне так повезло. Напишите тоже об этом. Вот интересно, этот толстячок Претус, он дает бонус всем игрокам или только судьям конкретно? Вот такой теперь у меня пул героев. Первый день. Как вы считаете?
это успех или еще нет. Но пока жду ваших комментариев. Надеюсь на ваши советы. Они мне понадобятся как новичку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будем вместе играть.